Всем привет! Вы на канале Секреты вязания, и сегодня мы будем с вами вязать авоську крючком. Эту авоську я связала еще в прошлом году. Она достаточно удобная, и поэтому хочу вам рассказать, как я ее вязала. Для вязания данной авоськи можно взять любую пряжу. Вот для примера смотрите, какая у меня есть. Это бюджетная пряжа украинская Вивчари. Из этой пряжи и связана вот эта авоська. Только видите, красный цвет, такой красный оттенок там единственный, поэтому в любом магазине можете найти вот эту пряжу, если хотите вязать именно из этой пряжи. Палитра очень большая, поэтому, друзья, вы можете выбрать любой цвет на вашу авоську. В состав данной пряжи входит бавовна, вот видите, 70%. То есть хлопок, и льна 30%. Вот такой моточек весит 200 грамм, не 100, а 200, поняли? И в нем 1200 метров. Такую пряжу можно заменить моточком, например, 100-граммовым, в котором будет 600 метров пряжи. Следующая пряжа, которая отлично подходит для вязания авосик, это 100% лен. Вот такой у меня есть моточек, поэтому хочу вам его посоветовать. В 50 граммах 160 метров. Можно вязать в одну ниточку и добавить ниточку люрекса. А также я вам показывала, недавно прикупила бобинный лен, очень крутой. Это лен Лора Пиано. Данный лен я буду вязать с люрексом вот так вот вместе. Тоже свяжу авоську попозже. В общем, друзья, для авоськи вы можете взять любую пряжу, которая вам нравится. Достаточно крепкая должна быть пряжа, вот как лен. Лен отлично подходит. Кстати, хочу вам показать авоську эту поближе, чтобы вы увидели, насколько эта пряжа вот износилась, грубо говоря, за 1 год. Посмотрите, какое полотно вблизи. Имеются очень мелкие такие катышки, я их не снимала. Вот видите на краешке, вот здесь вот катышек. Вот такие катышки где-нигде есть по всей авоське. Авоску я стирала 2 раза, и вот вы видите, какая она получилась после 1 года носки. Ну, не 1 года, а 1 сезона, понятно. Вот так вот носится эта пряжа Вивчари. Если вы надумаете вязать сумку из нее какую-то, ну вот как у меня авоська, то будете знать. Эффект поношенности, так сказать, слегка, я бы сказала, присутствует. Эту авоську я вязала крючком номер 2,5 в 3 ниточки вот этой пряжи. То есть я брала 1 моток и в 3 нитки от 1 мотка вязала авоську. Как вязать в 3 нити от 1 мотка, я вам, друзья, показывала. Я вам оставлю подсказку вот здесь, посмотрите. Там полезное видео не только в 3 нити, а и меньше, больше, чтобы вы знали, как это делать. Посмотрите. Эту авоську мы будем начинать вязать вот с этой полосочки, видите? Ширину этой полоски можно делать любую, так же как и высоту. Высоту я считаю в рядах, ширину в количестве столбиков без накида по ширине, поняли, да? Значит, теория. Нам нужно связать вот такую полосочку и вниз от нее вяжем вот эту сетку. С другой стороны авоськи, вот я перевернула тоже, видите, такая же самая вот полосочка. И вниз сеточку связать. Далее вот эти 2 сеточки нужно будет соединить и связать ручки. Все очень просто, да, на словах? Ширина вот этой вязаной полоски, откуда мы начинаем вязание, 20 сантиметров. В высоту 3 сантиметра. Ширина обвязки и ручки у меня вышла больше, 3,5 сантиметра. Это потому, что я просто вывязала весь моток пряжи, чтобы остаток не валялся в квартире. Длина моей авоськи я измерила вместе с ручками. Выходит 55 сантиметров. Арончик помогает мне снимать мастер-класс. Да, сынок? Цвет пряжи у меня номер 020, называется джинс. Находим кончик пряжи, складываем его втрое, как показано в видео. В том видео, друзья, где мы вязали от 1 клубка в 3 ниточки. Вот посмотрите его и все будете знать. Складываем нитки и делаем первую петлю крючком. Друзья, ширина вот этой полоски, вот она начинается отсюда и заканчивается вот здесь. Ее ширина может быть любой. Я набирала 34 петли. Если хотите, чтобы авоська была уже, можете связать меньше, например, 28 или еще меньше 26. Друзья, эту полоску можно связать любым узором. Главное, чтобы узор был плотный. Видите, у меня здесь столбики без накида в раскол. Как они вяжутся, я вам показывала в отдельном видео. Оставлю подсказку, кто не видел, посмотрите. Какой узор на полоске, такой он будет и на наших ручках. Видите? Набираем нужное количество петель, как я уже сказала. У меня было в оригинальной авоське моей красной 34 воздушных петли. Я буду сейчас связать маленький образец, поэтому немножко наберу петель. Смотрите, вот мы набрали нужное количество петель. Далее вяжем столбики без накида, например, или без накида в раскол, или столбики-крестики. Тоже давайте вам оставлю подсказку, посмотрите, что это за столбики-крестики. И вяжем первый ряд, ввожу крючок во вторую косичку от крючка. Вот видите, первая, вторая, вот сюда.
под 2 дужки. Таким образом, чтобы сверху над крючком было 2 ниточки, а снизу вот одна. Вот так вот я вяжу и вяжем выбранным узором столбики без накида или что-то другое. В общем, провязываем в эту сторону на всех воздушных петлях столбики. Последний столбик ввожу сюда крючок в воздушную петлю последнюю и провязываем. Далее воздушная петля для подъема на следующий ряд. Провязали, развернули вязание и в обратном направлении вяжу опять столбики. Крючок вводим не в эту первую дырочку, а в следующую, вот сюда. Вот так. И вяжем до конца столбики без накида, например. Так, предпоследний столбик провязала. И в конце, видите, вот получается как ступенечка. Вот сюда под петельку, под воздушную петлю. Вот так ввожу крючок и провязываю. Вот так. Далее вяжем воздушную петлю для подъема на следующий ряд. Поворачиваем вязание. Одну дырочку пропускаем, в следующую ввожу крючок вот сюда. Вот так. И вершинку каждого нижнего столбика провязываем по столбику без накида. Это у нас третий ряд. Довязываем его до конца. Так, предпоследний столбик. Вот, видите, получается ступенечка. И в конце сюда вводим крючок. Вот так. И провязываем еще один столбик. Вот так. Мы провязали 3 ряда. На красной авоське у меня здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 рядов. Видите, 8 рядов столбиками без накида в раскол я вязала. Поэтому провяжите любое количество рядов. Хотите 8, хотите 6, будет уже полоса. А хотите, свяжите 10, 12, тогда она будет шире. И вот, например, мы связали нужное количество рядов. Далее вяжем следующий ряд. Сформируем вот эти вот такие квадратики. Будем вязать филейную сетку. Этот ряд как бы основание нашей будущей сеточки. Сетку можно вязать столбиками с накидом, а можно вязать столбиками с 2 накидами. У меня здесь крупные клетки, как вы видите, потому что я вязала столбики с 2 накидами. Один столбик с 2 накидами соответствует высоте цепочки из 4 воздушных петель. Поэтому мы сейчас, вот видите, где мы находимся, провязываем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Это будет стеночка, одна стеночка нашего квадратика или прямоугольничка. Далее нам нужно сделать перекладинку такую над второй палочкой, которая вот здесь будет, да? Она должна тоже состоять из 4 воздушных петель. Поэтому провязываем еще 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Готово. Разворачиваем вязание, делаем 2 накида, вводим крючок, смотрите куда, не сюда, не в первую вершинку нижнего столбика, а в следующую, вот сюда. Цепляем нитку, вытягиваем и провязываем столбик с 2 накидами. Вот так. Далее 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Заметьте, я достаточно плотно вяжу. Советую авоску вязать плотно, не рыхло. Дальше снова 2 накида. Вводим крючок в следующую вершинку. Не пропускаем вершинку, а просто вот в следующую. Видите, сюда вводили, а теперь сюда. Вот так ввожу и провязываем столбик с 2 накидами. Вот так. Далее снова 4 воздушные петли. 3, 4. 2 накида. В следующую вершинку вводим крючок и провязываем столбик с 2 накидами. Видите, формируются такие вот клеточки, будет у нас сеточка. И довязываем вот таким образом до конца ряда. Так, набрала 4 воздушные петли, 2 накида. В следующую вершинку столбик с 2 накидами провязываем. Так, и здесь остается ступенечка, как ранее было у нас. Опять 4 воздушные петли, 2 накида. И вот сюда воздушную петельку провязываем последний. Видите, дырочка сделалась, потому что мы потянули за одну нитку. Нужно еще одну подцепить. Должно быть 2 ниточки. Крючок нужно водить всегда так, чтобы на нем было 2 ниточки. Поняли? Сейчас введем поглубже вот сюда. Вот так, все. Провязываем. Вот, теперь дырочки никакой нет, видите? Далее нам нужно подняться на следующий ряд и тоже вязать вот эту сеточку. Для этого мы опять провязываем 4 воздушные петли, поворачиваем вязание,
Вот эти 4 воздушные петли, это вот эта стеночка нашего квадратика, видите? Далее нужно связать вот эту перекладинку. Опять 4 воздушные петли. 2, 3, 4. И теперь 2 накида. Вводим крючок в вершину вот этого длинного столбика с 2 накидами. Вот она, здесь эта вершина. И провязываем столбик с 2 накидами. Вот так получается вот такая сетка. Снова 4 воздушные петли. 2 накида. И в нижнюю, вот этот столбик, в нижнюю вершинку провязываем снова столбик с 2 накидами. Таким образом, друзья, мы провязываем весь ряд. А в конце смотрите, как нужно делать. Вот набрали 4 воздушные петли, 2 накида. И вводим крючок, знаете куда? Отсчитываем вот на этом столбике нижнем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И в четвертую снизу вводим крючок. Вот сюда. И провязываем последний столбик с 2 накидами. Вот так. Видите? Вот что получается. Таким образом мы вяжем поворотно-обратными рядами, пока у нас не будет 16 клеточек. Поняли? Вот так, если посчитать, вот самая первая клеточка у нас здесь. Вот она. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Свяжите вот эту часть нашей авоськи, обрежьте нитку и отложите ее в сторону. Далее нужно еще связать одну точно такую же часть. Вот я уже связала. Только последний ряд, 16 клеточку, мы не вяжем. Мы связали только 15 клеточек. Поняли? На второй части. Благодаря этому последнему ряду, 16 ряду клеточек, мы соединим две части в одно целое. Поняли? Сейчас покажу, как это сделать. Кстати, друзья, на красной авоске у меня 18 клеточек. Не 16, а 18. Каждая сторона красной авоски на 2 клеточки длиннее. Так как белую авоску я вяжу на человека пониже ростом, поэтому решила сделать ее немножко короче. В сумме на 4 клеточки короче. Смотрите, мы выкладываем на стол или куда-то, где вам удобно вязать, наше вязание вот так. Одна часть вот так вот кладется, как раз ту часть, где мы еще не провязали один ряд, вот здесь 16 ряд с клеточками, мы кладем внизу, а вторую часть вот так вот, видите, вот полоса вверху, кладем вот так вверху. Мы будем начинать вязание с этой точки. Провяжем сейчас один ряд вот этих квадратиков и соединим как раз вот эти две части нашей авоськи. Вот здесь вот начинаем вязание и провязываем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Далее берем клеточку на этой части, вот она, и вводим крючок в 4-ю воздушную петлю. Помните, здесь провязывали? 1, 2, 3, 4. Вот она. Ввожу сюда крючок, цепляю нитку, протягиваю через 2 петли. Вот так. Далее мы на части номер 1, где у нас уже 16 клеточек, будем вязать вот здесь вот, где у нас 4 воздушные петли, столбики без накида, прям под эту арочку. 1, 3, 4. Далее вводим крючок в вершинку этого длинного столбика. Вот так, еще один столбик, 5 получается. И теперь провяжем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И спускаемся на вторую часть нашей авоськи. Вот так мы держим это полотно. Спуститься нужно так, присоединиться, вернее, нужно так, чтобы получилась клеточка, видите? Для этого мы вводим крючок, вот берем вторую часть и вводим крючок в вершинку вот этого длинного столбика. Вот сюда, раз, цепляем нитку, вытягиваем и протягиваем нитку через петлю. Все, так вытяну, покажу, что получилось. Смотрите, что получилось. Вот так. Теперь уже на этой стороне, на второй части, вот здесь, где было 4 воздушные петли, 4 столбика без накида провяжем. 1, 2 и 4. Далее 5 можно вот сюда провязать. Видите? Вот так столбик без накида. И снова 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Переходим на первую часть. Вот она, берем ее.
Ввожу сюда крючок и вводим крючок вот сюда. Вот видите, вот ножка столбика, а вот здесь его вершинка. Вводим крючок вот сюда. И вот так вести можно. Раз, цепляем ниточку и протягиваем через петлю. Хоп. Что получилось, друзья? Вот что получилось. Дальше снова обвязываем вот эту клеточку. Здесь на перекладинке можно провязать или 4 столбика без накида, или 3. Я пробовала, в принципе, и так нормально. Так что можете для экономии пряжи провязывать 3 столбика без накида, ничего страшного. Далее 4 воздушные петли. Так, связали 4 воздушные петли. Дальше берем следующую клеточку. Вот она, третья. Раз, два, три. И в ножку, вот эту вот ножку, столбик с 2 накидами, мы вводим крючок, цепляем нитку и провязываем столбик с накидом. Или можно провязать просто соединительную петлю. И так будет хорошо. Все, видите, получилось 3 клеточки. Далее провязываем уже на этой стороне столбики без накида. Раз, два, 3. И сюда последний вершинку, 4, например, вот так. Дальше 4 воздушные петли, 3, 4. И берем уже на этой части клеточку следующую, вот она. И присоединяемся, вот вершинка этого столбика. Вводим крючок, цепляем нитку. И присоединяемся столбиком без накида или соединительной петлей. И так будет хорошо. Покажу, что получается. А получается вот что. Видите? Вот таким образом мы провязываем весь ряд до конца, соединяя 2 части нашей авоськи. У нас осталась с этой стороны 1 клеточка. Под эту клеточку провязываем 4 столбика без накида. И 1 столбик без накида вот сюда. Вершинку этого столбика. Даже здесь можно провязать соединительную петлю, вот так. Теперь провязываем 4 воздушные петли. Раз, два, три, 4. Берем следующий квадратик на этой стороне. Видите, остался одинохенький такой. Отсчитываем 1, 2, 3, 4. И в 5-ю клеточку вот сюда. Или с этой стороны можно вести вот так. Вводим крючок и присоединяемся. Соединили 2 части. И сейчас мы находимся с вами вот здесь, вот на этой стороне. Видите? Продолжим вязание с этого места. Сейчас нам нужно присобрать вот эту сторону авоськи. Видите? И с этой стороны тоже же у нас здесь все ровно. Нужно тоже будет присобрать вот так вот. Раз, 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 раз. Присобрать, поняли? Как это можно сделать? Смотрите, как я обвязывала эти клеточки. И сейчас нужно провязать просто 1 воздушную петлю для подъема на ряд, на следующий. Смотрите, 1 клеточка равно 1 столбик без накида. Запомнили. Вводим крючок в эту клеточку и провязываем 1 столбик без накида. Хоп. Следующая клеточка. Формула простая. 1 клеточка равно 1 столбик без накида. Вводим, провязываем столбик без накида. Дальше клеточка, столбик без накида. Провязали. Таким образом мы немножко присобрали наше полотно. Довязываем таким образом вот до этой точки. Так, последняя клеточка, вот она. Вот так. Провязали, все. Нам нужно по вот этой полосе провязать столбики без накида. Просто вот так визуально смотрим, и где интуитивно нам хочется ввести столбик, вот без накида по порядку вот так берем и вводим. И считаем 1. Далее следующий вот сюда. 2. Дальше сюда. 3. Ой, мимо. 3. 4 и вот сюда, например, 5. На этой полосе столбики провязываем интуитивно. Здесь нету какого-то четкого правила. Вот здесь вот мы находимся, в этом месте. Вот у нас вторая полоска. Если вот так их сложить, сейчас сложу. Вот, получается уже авоська, видите? Сейчас нужно связать ручку. Длина вашей ручки может быть любой. Вы можете связать цепочку из воздушных петель и примерить, достаточно ли вам такой длины. В моей красной авоське
длина ручки каждой равна 80 воздушным петлям. Продолжаем вязание, и с этой точки мы провязываем воздушные петли. Вот так, раз, два, три, ну и так далее, пока не свяжете 80 воздушных петель. Вот я связала 80 воздушных петель, смотрите. И теперь нужно присоединиться вот в этой точке. Отсюда мы набирали эти петельки 80 петель, а сюда нужно присоединиться. Присоединяемся сюда, ввожу крючок и провязываем столбик без накида. Раз. Дальше вот этот хвостик можно просто прокладывать и ввязать в полотно. Вы помните, что по этой стороне полосы мы провязали 5 столбиков без накида. С этой стороны нужно провязать тоже 5 столбиков без накида. Первую мы только что провязали, присоединились, значит еще 4 нужно провязать. У меня по 5 столбиков, у вас может быть больше, 6 столбиков, 7-8, потому что ширина полосы у каждого из нас может быть разная. Дальше смотрите, опять клеточки. Одна клеточка, один столбик без накида. И провязываем вот так столбики без накида до аж вот сюда. По всем этим клеточкам до второй полоски вот этой вот. Довязали сюда, девочки, смотрите. И с этой стороны нужно сделать все аналогично. Так же само, как мы вязали здесь. Провязываем 5 столбиков здесь, потом ручка из 80 воздушных петель. Снова 5 столбиков, ну или больше, у вас будет ваше число. И довязываем по этим клеточкам до точки, откуда мы начинали вязать этот ряд. Думаю, вы самостоятельно справитесь, провяжете вот это все. Так, друзья, последняя клеточка. Смотрите, вот она последняя у меня. Провязываю под нее столбик без накида. Вот так. Дальше, вот здесь мы вязали одну воздушную петлю в начале ряда. Вот под нее вводим крючок. Вот тут она вот очень туго затянута уже. Провязываем под эту петлю. Вот так, соединительную петлю нужно провязать. Вот так, все. Дальше провязываем воздушную петлю одну. Подъем. Делаем подъем на следующий ряд. И теперь в каждый нижний столбик без накида будем вязать столбик без накида. Вот так, видите? Раз. Провязали. Видите, дырочка вот столбика. Провязали. Я сейчас буду вязать столбики-крестики по кругу, потому что вот эту полоску я вязала вот этим узором. Если вы вязали обычными столбиками без накида вот эту полоску, то вяжите по клеточкам, так сказать, да, по этой части, где клеточки, тоже этим узором. Если вы вязали вот эту полоску столбиками без накида в раскол, то сейчас вам нужно провязать столбиками без накида один круг, а потом в следующем ряду нужно будет вязать столбики без накида в раскол. Друзья, мы сейчас вяжем с вами вот эту вот часть. Вот так вяжем одна ручка. Пошли сюда, сюда, сюда. Провязали здесь. Перешли на другую ручку. И вернулись с начала ряда. Поняли? Ширина вот этой полоски должна быть точно такой же, как и эта полоса. Один ряд достаточно длинный. И вот таких длинных рядов нам нужно провязать, например, 7 или 8. Сколько здесь было рядов у вас, вот столько рядов сейчас нужно и провязать. По той стороне, где у нас клеточки, понятно, как вязать, да? Тут все просто. В каждую нижнюю вершинку, в каждом ряду вяжем столбик без накида. Ну, в общем, по узору. Дальше довязываем вот до нашей полоски. И вот здесь вот тоже все просто. Вяжем просто столбики без накида по узору. Каждую нижнюю вершинку столбик. Все очень-очень просто, друзья. Дошли до ручки. До ручки дошли. Ну, в смысле, довязали до ручки. И смотрите, варианта 2. Можно в каждую воздушную петлю вводить крючок. Вот так. И провязывать столбик без накида. Видите? Можно вот так делать. А можно... Сейчас распущу. А можно просто по цепочку вводите... И провязывайте столбик без накида. Так проще. Поняли? Выбирайте так или так, но нужно в любом случае на ручке провязать 80 столбиков без накида. Поняли? Столбиков должно быть ровно то количество, сколько воздушных петель. Все, друзья, обвязываем вот так вот по кругу 8 рядов, или сколько у вас здесь
рядочков на этой полоске. И ниточку обрезаем, хвостики прячем. И у вас будет готовая вот такая вот авоська. В такой авоське, друзья, очень удобно носить книги. Вот я сейчас читаю, кстати, «Сила эмоционального интеллекта». То есть способность управлять своими эмоциями. Очень хорошая способность. Сейчас как раз где-то на серединке, вот у меня закладочка с ручкой. Это издательство «Миф», поэтому кому интересно, вот автор Адель Лин. А честно скажу, как-то фрукты не ношу, если только, например, бананы, апельсины, такое, знаете, что-то, мандарины, то, что имеет такую плотную кожуру и не пачкает сумку. Вот такие вещи я ношу. Яблоки, вот отлично. А, например, помидоры или что-то такое мягкое, более мягкое, то я уже не положу в авоську, потому что можно придавить, оно потечет и запачкает. Поэтому вот люблю носить в авоськах книги и блокноты, и пряжу, и спицы, и, в общем, вязалки всякие. Пока гуляю с ребенком, вяжу, читаю и отдыхаю с ребенком вместе, проводим время. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, понравилась ли вам такая авоська, из чего вы ее будете вязать, также напишите. Надеюсь, этот мастер-класс был для вас полезен. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, у нас будет еще очень много разнообразных мастер-классов. Жду вас всех в следующих видео. Встретимся, друзья, до встречи, пока-пока!